Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас разгрузочный день. Перейдем от поисков к добыче. Добывать или разбирать, кому как угоднее. Будем латунь, бронзу. Эти находки были по весне. Так и ждут, когда я их все-таки разберу. Вот и первая добытая бронза. Такая вот втулка, найденная на копе. Кто-то, не помню, дал мне отдельный совет. Говорит, не пили ее, попытайся поударять кувалдой. Типа чугун уже старый, должен лопнуть и все рассыпется. Ты ее достанешь, не трать круги и не мучайся. Действительно, так и получилось. Сначала думал, что ничего не получится, ударял, и все-таки она треснула. Вот чугунок треснут. Осталась здесь вот такая вот штукенция латунная, бронзовая. Но она не достается. Оставлю ее здесь. Толку от нее никакого, она вон совсем маленькая. Вот. Готовый результат. На дальнейший разбор сегодня еще взял вот такие вот части. Сама вот эта чашка алюминиевая, внутри кольца из латуни. Здесь стоит какое-то стопорное кольцо, его нужно снять и достать вот эти вот латунные кольца. Думаю, здесь никаких трудностей не возникнет. А вот эту вот часть придется пилить. Вот такой вот кран, вроде бы 2 с чем-то, он весит 2 килограмма. Тоже бронза, находил в костре. Здесь я все-таки выкрутил вот эту гайку, но остается черный металл, вот этот. Его нужно пилить, так как просто он, мне кажется, не достанется никак. Вот, отпилить придется болгарочкой. Вот это уже готовый. Цвет мед, уже можно спокойно в копилку бросать. Вот, бронза. С этой нужно поработать. И еще вот такие вот взял сегодня на разбор. Ну это так сегодня, ради развлекухи просто я взял. Совсем немного. Мелочь не стал брать, взял только такие вот самые крупные детали. Здесь вот тоже надо или кувалдой ударить. Ну да, кувалдой скорее всего. Вот это достать часть. И вот распилить чермет, тоже латунь. Не знаю, буду сегодня разжигать костер или нет. У меня еще набралось там всяких латунных сосков, изделия из пластиковых труб отопления. Надо будет обжечь. Помимо этого вытащим с найденного двигателя медную обмотку. Будет интересно узнать, сколько меди в него положили. Шильдика на нем никакого не было. Разберем, узнаем. Также по планам сегодня небольшая стройка, если так можно назвать. Нужно обновить мой сарай и превратить его в небольшой склад. Очень много всего накопилось, просто некуда складывать. Требуется отдельное помещение. Ну, начнем сегодняшнюю разборку вот с такой вот газовой плиты. Тоже повытаскиваем отсюда все цветные металлы, латунь, алюминий и так далее. И еще кое с каких находок. Буквально вчера я ходил выкидывать мусор. Нашел вот такой фонарик. Ну, в фонарике здесь плата такая круглая стоит и аккумулятор внутри. Ничего интересного. А вот здесь... Не знаю, что это был за радиоприемник, какая его модель. Отсюда, видимо, достали всю медь. А вот это вот добро выкинули просто в мусорку. Здесь есть кабель питания. И кое-что интересненькое. Здесь я обнаружил зелененькие КМочки. Это ведь оно, друзья. Одна. И где-то тут была вторая. Я видел, вот она. Вот вторая. Может, еще при разборке что-нибудь попадется. В общем, мусор я копить не собираюсь. Сейчас достану отсюда. Сразу плату вытащу. Всю внутрянку. Корпус. Сразу на помойку. У нас, друзья, портится погода. Вот весь магнитофон, что отсюда удалось вытащить. Это латунная антенна. Платы. Вот такие мелкие платы. Немного цинка, медный шнур, еще вот платка и основная плата, где стоит зеленая КМочка и транзистор с позолоченными ножками. Содержимое фонарика, свинцовый аккумулятор, написано даже по-русски свинец, что-то там в нем трясется. Аккумулятор стоял, видимо, не родной, тут была цена 330 рублей. Вот такая плата с диодами. Ну и немного проводов.
Работа начинается с обсера, как и полагается по нашим традициям. Блин, я ж сам испугался, если честно. Лучше бы я не подлазил отверточками, просто бы скрутил вот эти вот боковинки, а не пробовал отверткой вытаскивать из-под резинок вот это вот стекло. Опять время потрачено впустую, все собрал. Погодка поменялась, дождь то и дело начинается. Если так и пойдет, то на газовой плите сегодня придется и закончить, а продолжить завтра или в другой день эти разборки. Погода что-то не особо радует. Ладно, продолжаем разбирать. Снимаю вот эти алюминиевые комфорочки. Первые алюмишка. Здесь вот в этом шкафчике алюминиевую сковородочку нашел. Да уж, обосрам сегодня начался неспроста. Смотрите, друзья, ни одного латунного крантика. Алюминий. И трубки вот эти не алюминиевые. Железо. Жесть. То же самое. Короче, брать отсюда вообще нифига. Сейчас вот сниму вот этот утеплитель отсюда. А может даже не буду снимать. Вот пластмассу посрываю, вот эту алюминьку отсюда заберу. Все остальное пойдет в черный металл. Скину прямо ее так. Верну сюда на место поддон. Будет как стенка. Вниз ее так положу. И в нее потом мелочевку какую-нибудь набью. Пойдет прямо так целиком на кучу. Один фиг КамАЗ забирает. Все равно засор ставят. Никакого смысла не вижу что-то тут разбирать. Даже вот эту вот, наверное, снимать не буду. Вот эту вату. Фольгу алюминиевую. Ну, алюминиевую фольгу, может, сниму. Уже, в общем-то, и снял. Ладно, разбираем дальше. Да, забыл совсем сказать. Здесь вот такая вот трубка медная попалась. Термодатчик, наверное, шел в духовку. Меди совсем капля. Краткий обзор по разбору газовой плиты, алюминий, алюминиевая фольга, медь. С этой нужно еще поработать в стекловолокне. Алюминиевые крантики, трубка алюминиевая, чашечки алюминиевые. И, кстати, я все-таки здесь нашел латунь. Вот. И то с ней еще нужно поработать, вытащить отсюда весь черный металл. Вот такое содержание латуни. Хотя нет, вру. Вон еще, видите? Тоже латунь. Замороченные какие-то краны. Вообще здесь в плитах, по сути, разбирать нечего. Обычно кладут латунные краны, но вот эти какие-то замороченные. То есть, чтобы разобрать вот это я кое-как выкрутил. Снял отсюда. Больше я разбирать дальше не буду. Кину в алюминий прямо так. Так она ничего не примагничивает. Никто, думаю, проверять не будет у меня каждую алюминьку вот так смотреть, что здесь. Вот этот кран не магнитится. Тут аналогичная ситуация, только здесь все спрятано. Ничего не видно, что там внутри. Вот. Ничего не примагничивается. Там, по сути, одна пружинка только стальная. Бросаю все в алюминий. Не буду ничего разбирать. Вот такой вот итог. Ну, вот еще тут болтики и всякие крепежи металлические. Все ненужное уже уложил. Сейчас закрою, закреплю этот стол, чтобы оттуда ничего не вывалилось.
И можно отправлять на кучу. Вес от его всего хозяйства 25 килограмм. Все готово. Вот что получилось. Выпилил, достал отсюда стержень. Не хотелось бросать вот это вот все дело в чермет. Все-таки выпилил. Кольца достал, колечки латунные. Вот эта штука, трубка. С этой заморачиваться не стал, просто отпилил. Здесь ради полграмма мучиться, я думаю, не стоит. Ну и вот, собственно, вот эти увесистые железки сразу же придадут вес готовой латуни. Буду складывать ее вот в такой вот прекрасный ящик. Все-таки не стал сюда я складывать медь. Подготовил, отмыл под латунь. Но он, в принципе, и был чистый. Такой вот ящичек. Вскрыл всю вот эту вакханалию, которая здесь находится. Все вон напрочь сгнило. Но эти сарайчики еще строились в 90-х, если я не ошибаюсь. Дед колотил. Здесь раньше содержали коз. Утепляли
Вот, чем придется. Раньше не было этого всего, что есть сейчас. Пойди в магазин, любой утеплитель купи. Фанеры вон забивали, картон. Картон уже весь разложился здесь. Все разбил. Осталось вот это вот только снять. И вот эти потом тоже доснимаю. Здесь я заделаю стену новыми досками. Поставлю вот эту вот калитку. Досками я заделаю теми, которые привозил зимой. Выберу такие самые плохенькие. Хорошие оставлю, потому что те хорошие, они пригодятся на другие какие-то работы, важнее, чем вот этот вот сарай. Забью такими какими-нибудь более-менее такими убогими, усратыми, пойдет. Какая нафиг разница? Немного сарайчик обновлю, да и все. Здесь столкнулся с некой проблемой небольшой. Тут на меня вылетели осы. 3 осы где-то летало. Сейчас вроде угомонились. Че они, блин, кипишуют? Я им сейчас новую калитку присру сюда. Все нормально будет, не бойтесь. Ладно, сейчас вывезу вот это вот говно, гниль всю. Начну отсюда вывозить мусора. Дофига и больше опять. Не боится. Ну что, друзья, вот такой по итогу закуток получился. Окошко поставлю чуть попозже, так как надо сперва освободить оттуда дрова, чтобы было удобно его приделать. Рамочку сюда какую-нибудь из остатков фигану. Осы меня не тревожили больше. Вот они тут живут. Знают, что у них ремонт. Все свои. Вот. Надо освобождать вот это вот. Все. Не знаю, куда буду вытаскивать. Тут битком. Вот, смотрите. Кстати, обнаружил следующие проблемы. Здесь у меня, блин, обломалась, надломалась балка. Надо что-то тоже с этим делать. Крыша, конечно, не обвалится. Там дрова ее будут держать. Ничего с ней не будет. Но вот с этим надо что-то предпринять. И, короче, выперла дровами вот эту стенку. Она такая, ну, тоненькая совсем. Фиговые. Дрова раньше грузили. Вот что произошло за несколько лет. Да, еще, блин, работенка подкидывается. Ладно, это все второстепенно. Я думаю, здесь ничего не выпрет, меня тут не завалит. Надо теперь освобождать вот это все. Не знаю, куда буду вытаскивать, но это уже за кадром все сделаю. Куда-нибудь решу. Может, сюда куда-нибудь вот сложу, накрою железом. Хрен его знает. Тут дров. Вот тут уже металлолом готовый. Вот это вот нафиг. Чугун тут, кстати, нашел. Вон, таганок есть от него. Чугуны сейчас, интересно, почем, если продать. Покупает кто-нибудь или нет, не знаю. Не обошлось немного без обосрамцев, но без этого никак. Переделал. Вчера меня прогнал дождь. Пойдет такой закуток не на выставку. Сюда потом приделаю попозже замок навесной. Вот как-то так. Такой вот сарайчик немного обновленный. Эту половину я не буду трогать. Это как-нибудь потом. Вот. Все доски такие более-менее отобрал, которые с дефектами. Вот они. Некоторые края у них такие, как... Ну, то есть пилили непонятно чем. От пилорама они вот ровно идут. А здесь какие-то такие изгибы. Некоторые брал горбатые. Все прибил вообще идеально. Сарайчик пойдет. Вот. Это буду как-нибудь другой раз делать. Тоже надо обновить его, когда будут опять какие-нибудь очередные доски. Недавно притащил какой-то ящик. Такой 3-метровый где-то. Разбил его.
Вот, дощечки пригодились. Тоже некоторые были горбатые, забил пойдет. На сарай еще выбирать. Вот, с такими вот крючками. С такими гвоздиками. Вот. Такие вот разбил. Такой разбил вот ящик. Доски длинные. И отсюда тоже достал такие же. С дырками. Ну, короче, такое. Хорошо хоть петли нашел на вот эту вот сторону. Думал, придется прибивать вот такие. Но, слава богу, обошлось. Все-таки покопался в чулане и нашел на нужную сторону. Ну и, наконец, давайте разберем вот этого кабанчика. Уже руки чешутся, просто не могу. Сегодня посадил огород. И вот сейчас сижу, потихоньку так вот ковыряюсь по старинке. Уже вот понадкусывал кусачками с той стороны. Сейчас буду вытягивать пассатижами. Вытягивается, кстати, даже, по-моему, не очень трудно. Здесь он то ли горел, то ли, короче, не поймешь. Лак вот еще более-менее так остался, но он уже такой. В общем, то ли он в земле так долго валялся открытым. Ну, не знаю. Попробую сейчас вытянуть вот эту вот проволоку отсюда пассатижами по старинке. Сейчас, может, кто-то залетит в комментарии, кто первый раз зашел на канал, смотрит это видео и скажет: ну ты дрочью занимаешься, блин, это сколько же надо просидеть. Блин, друзья, мне в кайф сидеть вот так вот на свежем воздухе, ковыряться с такой вот нормальной жирной добычей с медяхой. Не то, что я показывал в своих роликах, всякую мелочевку там трепать, а в кайф посидеть и вот так вот поразбирать такие вот хорошие медные находки. Тем более я подустал, сижу вот так, потихоньку ковыряюсь. В общем, сейчас попробую. Потом с вами все взвесим, что получится с этого движка. Но я думаю, здесь килограмма 3-3,5. Сам двигатель весит, взвесил его 42 килограмма. Такой вот кабанчик небольшой. Ну, как небольшой, хороший. Как по мне, так вообще я первый раз такой нашел в жизни. Такой вот здоровенький движок. Находил в ролике 2. Один был совсем маленький, там кило 175 получилось. Здесь намного больше. Ладно, друзья, приступаю разбирать. Потом, что получится, обязательно покажу. Если же, конечно, сейчас дело не пойдет, то будем все это пилить. Ну что, друзья, небольшое включение. Как я и предполагал, движок будет разбираться вообще хорошо. Все, вот смотрите, прям вылазит от руки. Достаточно только первые где-нибудь 8-10 жил вытащить, и все вообще идеально смотрится. Вот только 3 обломались здесь, но вот уже от руки, считай, пассатижами вытаскиваю, от руки, считай, вынимаются. Вот с этой стороны уже вообще от руки идут. Все просто шикардос. И в середине уже ничего не осталось. Вот, все крошится, рассыпается. В общем, движок разбирается легко, ничего пилить не буду. Посижу вот так вот и все повынимаю потихоньку. Вот прям идет хорошо, ничего пилить даже не надо. Очень странный двигатель, друзья. Первый раз вообще вижу, чтобы в двигателе присутствовали вот такие вот деревяшки. Вот здесь вот на краях стоят вот такие вот чопики, то ли заглушки какие-то. Вот, я сначала думал, это мусор, но нет, они стоят вот везде. Вот, вот и вот дальше идут. Первый раз вообще такое вижу. И небольшое разочарование. Разочарование присутствует в том, что здесь вот в этом лаке стекловолокно. Блин, ну и двигатель попался. Короче, он сгорел капитально нафиг, этот двигатель. Она медь какая-то прям вот раскусывающая, она прям такая мягкая. Блин, придется с ним еще повозиться. В огонь его придется кидать. Здесь вот и лак, и стекловолокно. Вот это стекловолокно. Вот.
это стекловолокно. Оно, конечно, такое уже, считай, и не осталось его, но здесь вот будет лучше видно. Вот. Видите, ткань? Блин, ну и движок. Ну ладно, чё ж, придется повозиться тогда. В огонь потом кину эту всю медяху, обожгется. Надеюсь, догорит вот это стекло. Волокно это. Ладно. Кручу дальше. Разбирая движок, наткнулся на такую тему. Здесь, короче, жилы вот оборваны, прямо сыпется все. Видимо, тут очаг был замыкание, и все, вон нахрен, аж тут как типа как пепел. Вот, даже сплавилась медяха. Охренеть, какая тут жара была. Жесть вообще, блин. Да, движок, конечно, полыхал. Ого-го. Вот в этом месте прям вообще вон сыпется все. Вон. Капец. По времени разборки движка прошло 2,5 часа. Вот такой вот результат. Целое ведро получилось. Вес такого же ведра составляет 825 грамм. Взвесил вот это ведерко. Получилось 6 килограмм 865 грамм. Получилось в 2 раза больше, чем мои предыдущие предсказания. Вообще радует такой результат. Придется, наверное, его еще над кострецом подержать. Так, немножко положить все на решетку постепенно. Вот сначала там 3 скрутки положить. Вот эти я их вот так вот скрутками собрал. Вот они, если видно вам, такими кренделями. Ну, я не знаю, если я принесу на приемку вот такую медь, они у меня примут или скажут, что она грязная вся. Я хрен его знает. Блин, что с ней делать? Вот вроде бы тут вот и попадается прям чистая, нормальная такая. Вот, без всякого лака, уже на ней лак весь слез с этим, с длительным временем провождения ее где-то в земле. А вот на некоторых прям вот, ну вот. Ну хрен его знает. Все-таки, может, разожгу костер. Я еще хотел тогда обжечь полевку. Как раз полевку обожгу. 3 партии в кастрюле. Вот такая, короче, ерунда. Не знаю, что делать. Скорее всего, все-таки на немного так положу. И сразу буду доставать. Так как изоляции тут никакой нет, гореть тут нечему. Ну а 36 килограмм чермета отправляется в общую кучу. Вот так вот выглядит теперь этот сарай. Поставил назад окошко, вернул, установил. Кое-что уже здесь натащил. Такой вот здесь порядок, так сказать. Вот такую кастрюлю нашел недавно. Блин, она вообще как новая. Теперь обжигать в ней будет одно удовольствие. С крышкой плотно будет прилегать кастрюля. Такая нормальная, в нее много поместится. Сейчас вот опять кто-нибудь напишет: блин, я бы лучше ее продал. Нет, это теперь кастрюля для обжигания. Новая кастрюлька. Тот маленький чугунок я так и не нашел. Видимо, все-таки сдал его. Бросил на кучу. Был такой чугунишка. Вот примерно как с этой кастрюли. Глубокенький. Сдал. Ну ладно, бог с ним. Такая вот куча у меня проводов накопилась. Вообще уже ничего не помещается. Вот уже полная сахарная сумка. В этом году по кабелям, по проводам вообще шикарный результат. Очень много проводки собралось. Медный ящичек под латунь. Латунь еще сюда я не перенес. Еще дома лежит все. Потом этим займусь. Тут у меня вот электротех 2 пакета. Вот это электротех на чистку. Тут целый мешок. Не знаю, сколько в нем килограмм. Килограмм, может, 15 в этом мешке набил. И там еще на улице лежит у меня тазик. 2 тазика с электротехом. Когда я буду этим заниматься, бог знает вообще. Может, почищу вот такие вот самые жирные, которые легко чистятся, а остальное пока пускай валяется. Им вообще некогда заниматься. Блин, с ним времени уйдет на эту всю очистку. Мешки на всякую разборку. Здесь крупняк, тут мелочь. Там еще один мешок, тоже полный набирается. Вот наша медяха обожженная. Обжег. В принципе, результат по ее виду не поменялся. Такой же, но вот этой вот уже бумаги, как типа тут, ну, стекловолокно или что это было, уже нет. Вот она вся чистая, обгорела. Сильно долго ее не держал в костре, чтобы не пережечь. Она и так мягенькая. Вот. Сейчас
Сейчас будем с вами все это взвешивать. Посмотрим на чистый вес, так как в прошлый раз я взвешивал это все вот в таком ведре. Обжег заодно и луженую медь, пока горел костер. У меня ее такое вот небольшое количество. Обжег, пускай будет такая. Да, кстати, полевку я не обжигал, так как стало уже, поздно, так сказать, 9 часов. Она будет долго гореть, у меня ее много. Обожгу как-нибудь другой раз. Все уже приготовил. Отдельный мешочек завел. Давайте проверим. Ну, что тут проверять? Тут 6 килограмм сейчас будет. Ну, грубо говоря, 6 килограмм получилось с этого двигателя. Очень неплохо. Такие масштабы я еще ни разу не разбирал. Вот попался всего лишь один раз такой движок массивный на сразу 6 килограмм. Надеюсь, не последний. Добавлю к сегодняшней разборке еще несколько позиций. Позапрошлом году приносил я вот такую вот коротенькую лестницу. Она мне не пригодилась, валяется без дела, тут гниет. С нее нужно снять вот части алюминиевые и вот эти вот стальные. Все разберу, отделю. Также нужно разобрать вот эти вот санки. Антенну мне опять принесли, такую же, которую я разбирал весной. Вот, подогнали мне еще одну такую же. И разберу вот это кресло. Она тоже здесь стоит с начала весны. Хотел сначала, думал, куплю мотоблок, присру ее на мотоблок, но мотоблока не будет. Так что пускай в разбор, не нужна она мне здесь. Разберу все это за кадром на взвешивании, соберем все это вместе в кучу. Подведем краткие итоги конкретно сегодняшней разборки. Начнем с чермета. Газовая плита 25 килограмм. Пустой статор 36 килограмм. Здесь в тележке сидушка вышла на 13,5. И в ведре 8 килограмм 900 грамм. Само ведро 700 грамм. Отнимаем 700. Складываем предыдущие значения, получается 82,5 килограмма черного металла. Саночки я разбирать не стал, меня попросили их оставить, в разборку не пошли. Теперь взвесим алюминий. Если еще положить фольгу, килограмм 416 грамм. Вот еще алюмишку забыл, кинул в латунь. Ну ладно, здесь грамм 80 может будет. Теперь кладем латунь. Еще доложим обожженку из костра, штуцера, муфты. Килограмма 90 грамм. Ну и, собственно говоря, ровно 6 килограмм получилось по меди из электродвигателя. Вот такой вот сегодня получился, дорогие друзья, разбор. Кому понравилось, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал, кто еще этого не сделал. Оставляйте комментарии. Увидимся в следующем ролике. Увидимся на копе. Достаточно такой интересный будет ролик. Ну, как в плане копа. Всем удачи, классных находок и хорошего настроения. Увидимся. Всем пока, друзья.